Здорово, братан, я Макан, и сегодня поговорим про то, как комикс под названием «Лига справедливости» против Годзиллы, против Кинг-Конга оказался скучным говном. Что? Телеграм-канал Печень Лося, ссылка в описании, подпишись, если не пидор. Короче, насколько я понял, DC под фильм «Годзилла -1», который сейчас выходит в Америке, договорились с Warner Bros. И сделали вот эту вот лимитку, где как бы Годзилла, наш любимый динозаврик, будет драться с Кинг-Конгом, как мы уже много раз видели, но на этот раз к ним еще подключается Лига Справедливости. Из таких похожих штук могу вспомнить, что года 2 назад Marvel издавали лимитку Avengers Tag On, где для пиара игрушек каких-то новых сделали под это комикс, где типа Мстители, у них появилась броня какая-то, Халк в броне, Капитан Америка в броне, Железный Человек в броне, они против кого-то дерутся. Но ее писал Джет Маккей, талантливый автор, и из-за этого это была не просто такая рекламная фигня, которая будет валяться где-то на полках Walmart условного американского и привлекать внимание детишек маленьких. Нет, получился довольно хороший самодостаточный комикс, который и постмодерн использует, и как бы просто историю рассказывает, и при этом талантливо пиарит игрушки, и экшен неплохой дает. Это вот хороший пример подобной инициативы. Но, к сожалению, в Лига Справедливости против Кинг-Конга, против Годзиллы получилось совсем не так. И, наверное, главная этому причина, что просто поставили не того сценариста. Сценаристом комикса выступил Брайан Бучелато, чувак, который в DC не первый год работает. И он, например, помогал Флэша писать Фрэнсису Монополю, у него было там несколько отдельных лимиток своих и так далее. В общем, автор не самый талантливый, но и как бы не отброс общества. У него могло получиться что-то хорошее. Но что мы имеем в реальности? У нас как бы все хорошо, Лига Справедливости. Супермен собирается сделать предложение Лоис Лейн и отправиться с ней на отпуск, которого у него не было там типа с самого начала карьеры. Но тут неожиданно злодеи похищают из какого-то музея разные артефакты, и вот один из них, Тоймастер, берет камень, какой-то рубин такой большой, цыганье просто, конченый цыган, ну-ка иди сюда, берет и вот типа желает, что, ой, я бы хотел, чтобы мы получили там всяких существ, которые смогут помочь нам убить Лигу Справедливости, они мне так надоели, они меня постоянно унижают. Ну и лошара, ну и пошел ты нахуй. Ну, с другой стороны, конечно, Тоймастера можно понять, там, типа, остальных злодеев просто пили по башке, там, говорили, ну ты достойный соперник, но я тебя победил на этот раз, а Тоймастера видели, просто головой в унитаз макали, подмышки терли, в портфель ему срали. Ну, понятно, почему он Лигу возненавидел настолько. Ну, короче, благодаря нему появляется Кинг-Конг с Годзиллой на границах разных городов, и супергерои пытаются их остановить. То есть, Супермен видит Годзиллу, прерывает свидание, бежит там спасать людей, когда он пытается помочь Шазаму, чтобы его не убили, попадает по Супермену вот этот вот лазер Годзиллы и убивает его, отправляет в кому. И остальные супергерои все в ахуе, что им делать, не может такого быть. Они там собирают все свои команды, Бэт-семью, Флэш-семью, Супергерл приходит на помощь, все амазонки. И как бы понятно, почему это включили в комикс. Нужно познакомить сторонних читателей со вселенной DC, представить им максимум, чтобы они не запутались слишком, то что, ой, там 30 выпусков назад произошло там такое-то событие. Нет, все близко к канонам. Но и при этом показать максимальное количество ситуаций, персонажей, интересных диалогов. И с этим Фрэнсис Монополь даже хорошо вроде бы справился. Проблемы начинаются дальше, когда после смерти Супермена, там на 40-й странице, мы читаем 4 выпуска того, что супергерои не могут понять, что им делать, и просто дерутся с монстрами. Причем дерутся не как-то весело. Художника хорошего на серию не поставили. Это довольно блеклое все зрелище с какой-то кривой покраской, с дико простым лайном, без зрелища, вот, который так жаждет глаз, когда ты читаешь подобную серию. И лимитка, которая как раз должна показывать, что ебать, куча супергероев, куча вот этих вот существ мифических, они сражаются в этих гигантских слэш-пейджах, где там взрывы, бум-бум-бум, Майкл Бэй на месте. А хрен с ним, давайте уже экшен! Ничего из этого не происходит. Ты вот читаешь какую-то скуку. Полную скуку, где Бэтмен говорит: ребята, я не могу поверить, что Супермен умер, не говорите мне этого, нет, нет. Что как бы даже не по характеру Бэтмена, он должен был быть первым, кто свыкнется со смертью своего друга. Или там, где Чудо-женщина, очень странный момент, Лоис уже как бы собирается выйти за Кларка ближе к концу, когда он, неожиданность, вернулся и вновь полетел сражаться с монстрами. И Чудо-женщина подходит и говорит то, что: Кларк, я тебя очень люблю, и вот хочу, чтобы ты был с Лоис. Это все максимально похоже на романтическую сцену, что сейчас он изменит. И там еще в конце они так соприкасаются близко, как будто бы они сейчас поцелуются и типа: о, что, Кларк Кент изменщик. Но нет, это просто плохо прописанный диалог, плохо прописанная драматическая линия, которая никуда не ведет, она ничему не нужна, кроме того, чтобы забить хронометраж комикса. Сами монстры вообще непонятно зачем здесь. То есть Кинг-Конг, он не отличается от Годзиллы, у них нет интересных встреч с суперзлодеями или там другими чубздигами во вселенной DC. Нет, просто как будто бы болваны каких-то
поставили, могли бы даже не называть их своими вот именами, что это Мантра, это Кибергодзилла. Нет, просто сделайте каких-то вот новых персонажей. У нас нет, что ли, больших каких-то гигантов во вселенной DC. Конечно, есть. Просто вот их поставьте вместо Годзиллы с Кинг-Конгом, и ничего не изменится. Просто абсолютно то же самое будет. Смысл вообще этого кроссовера? Что тут происходит? И типа, понимаете, мои претензии не к тому, что комикс очень простой, в нем нет какой-то сложной линии повествования. Нет, даже вот самая примитивная часть с экшоном, с тем, чтобы работа меня развлекала, она провалена, она абсолютно полностью провалена. Это просто какая-то вот скучная тягомотина, которая тянется и тянется, 7 выпусков, о чем-то пиздят, куда-то каким-то локациям ходят, показывают каких-то существ еще. Ну на это абсолютно насрать, потому что не чувствуется вот этого вот импакта, не чувствуется то, что это все происходит в реальности, что какая-то опасность кому-то угрожает. А даже если она угрожает, как Супермен, ну тебе насрать, ну умер он, умер, даже если он умрет, ну фиг с ним. Мы даже не успели с ним познакомиться в этом конкретном верте, где они встретились с монстрами. Вот это, кстати, как раз подводит к тому, что Брайан Бучелата растерял абсолютно вот всю айдентику вселенной DC и не смог добавить айдентики монстров. То есть ни к одному из супергероев мы прикипеть не успеваем, а монстры, они вообще где-то там сзади, мы их не знаем даже, мы не успели даже познакомиться с ними. Поэтому тебе незачем зацепить взгляд, тут нет ничего такого, что вот, ой, эта сюжетная линия мне была бы интересна, мне нравится, как там ведет себя определенный герой. Там условно есть момент, где Кинг-Конг встречается с Гориллой Гродом, и это же можно было бы сделать угарную там какую-то у них интеракцию, что Горилла Грод, не знаю, хуй сосет Кинг-Конгу, там какая-то такая дичь. А по итогу ничего. То есть они просто вот встречаются глазами, там пару панелей их показывают вместе, и все. Вот я даже забыл, о чем они там говорили, что там произошло, потому что это не цепляет, нет ничего, за что можно как бы ухватиться, чтобы запомнить этот комикс. И это бесит, ужасно бесит. И это я уже не говорю о том, что в 2024 году, после там недавнего фильма Барби, допустим, стрёмно делать вот подобные истории настолько простыми и примитивными. Здесь нет потрунивания, нет там ломания четвертой стены, нет вот этого вот постмодернистского шарма или даже метамодернистского, как сейчас должны делать. 2021 век на дворе, ёб твою мать. Нет, просто зияющая, такая черная, как смоль, пустота, которая раздражает. Вот реально, готов, если бы у меня был в руках, сжег бы нахуй этот комикс. Говнище, говнище. Давно такого не видел. Настолько вот безидейного продукта. Поэтому сорян, Брайан Бучелата, но это дизреспект, чувак, не-не-не. И читать вам ни в коем случае не рекомендую. Вы что, ебанули, что ли? У меня к вам вопрос, если вы реально изначально хотели вот это вот открыть, что, ну, мне кажется, что вот, когда Годзилла с Кинг-Конгом и с Лигой Справедливости столкнутся, будет весело. Нет, дурак, не будет, конечно. Ты что, ебанулся, что ли? Говнище вышло, не читай. Ну, а если тебе ролик понравился, то посмотри обязательно вот это вот видео, где я рассказываю про хороший комикс о Лиге Справедливости. И вот еще какой-нибудь здесь тоже выплывет. И подписывайся на канал, ставь лайки, там все дела. Пока.